Судя по всему, Дональд Трамп всерьез вознамерился сковырнуть режим Мадуро с помощью войсковой операции. У берегов Венесуэлы оперативно собирается большой флот для атаки. Трамп обвиняет режим Венесуэлы в том, что страна де-факто стала наркокартелем. Чтобы разобраться в этой теме, нам нужно сперва понять, как в принципе устроен рынок поставок наркотиков в Соединенные Штаты, как работают картели, чем Венесуэла отличается от своих мексиканских коллег, а потом прикинуть, сможет ли Трамп в своей идее преуспеть, и чем механизм наркотрафика похож на мировой рынок нефти. Почему с доходами от этих двух источников одинаково сложно бороться? Почему забрать деньги у латиноамериканских братков так же сложно, как и у Путина? Вот такой вот сложный ролик сегодня. Перед тем, как его начнем, в описании собраны способы по бесплатному обходу блокировок. Они постоянно актуализируются, так что если у вас YouTube совсем тормозит, попробуйте и знакомым порекомендуйте. А еще я вижу вопросы про мое здоровье. Все в порядке, я выздоровел, но вот голос что-то не восстанавливается. Такое с ним может быть еще даже месяц целый. Так что пока придется вам меня слушать вот с таким голосом. Ну, начнем. Латиноамериканские наркокартели – это очень особенный тип организованной преступности. Мало на что похожий. Можно их, конечно, попробовать сравнить с нашими ОПГ из 90-х, но сравнение будет для отечественного производителя унизительным. Даже самые могущественные из них в периоды своего максимального расцвета – тамбовские, солнцевские, измайловские, уралмашевские – в сравнении с теми же мексиканскими картелями это просто шайки школьников-хулиганов, вымогавшие мелочь с первоклашек. Численность в несколько десятков человек для ОПГ 90-х – это уже солидная бригада, способная контролировать крупный завод, рынок или даже небольшой город. До устойчивой численности в несколько сотен человек дорастали единицы, как, например, Уралмаш. Там в пиковые годы состояли сотни человек. Как правило, российские бандиты успевали перебить друг друга сильно раньше, чем дорастали до масштабов, сравнимых с картелями. Мексиканский наркокартель наших дней – это как условная Роснефть, помноженная на ЧВК «Вагнер» в период его триумфа. Как если бы они стали единой сущностью. Синалоа, Халиско нового поколения, Гольфа – это десятки тысяч человек. Там есть и рядовые бойцы, и химики, и юристы, и финансисты, инженеры, и управленцы с первоклассными дипломами. Это обороты в миллиарды долларов и контроль не только над целыми регионами на родине, но и над транснациональной сетью поставок наркотиков и организацией нелегальной миграции. Картели невероятно и даже как-то неправдоподобно эффективны. Обычные транснациональные корпорации с рыночной оценкой в сотни миллиардов готовы впасть в кризис лишь от того, что контейнеры застряли где-то или корабль перекрыл Суэцкий канал. Apple вон раз за разом раскачивается между перепроизводством ненужного и дефицитом востребованного. И вот в это самое время картели воюют между собой с применением бронетехники. Воюют и внутри картеля. Каждый день они теряют людей от рядовых до высшего руководства, которое иногда уезжает по тюрьмам в полном составе или в нем же ложится в могилу. Чуть ли не каждый день полицейские начальники по всему миру позируют на фоне очередных тонн изъятого кокаина. Производственные мощности картелей, их плантации и лаборатории регулярно выжигают напалмом с применением армии. Их подводные лодки, да, у них есть собственные подлодки, захватывают, их тоннели под границей взрывают. На каждый заработанный ими доллар бюджеты всех стран мира в сумме тратят 100 на пресечение наркотрафика. Но что бы ни случилось, ковид или войны, как бы ни менялась наркополитика по всему миру, хоть в сторону либерализации, хоть в сторону смертных казней, кто бы какие пограничные стены не строил, но кокаин по-прежнему доступен всем желающим. Круглосуточно и круглогодично, без перерыва на государственные праздники и природные катаклизмы, от Нью-Йорка до Тель-Авива, от Москвы до Сеула, по неизменной уже полвека цене, примерно в $100 за грамм. Картели – это корпорации, ведущие бизнес крайне эффективно. Деньги, которые этот бизнес приносит, аппарат насилия, который у них есть, позволяет картелям контролировать власть на территориях, где они находятся. Это не контроль, как у нас в 90-е, не крышевание ларьков, рынков и заводов. Нет, картели в Мексике влияют на центральную власть и, по сути, полностью подменяют власть местную в тех регионах, где царствуют. Но все же, при невероятном масштабе власти и ресурсов, при гигантском аппарате насилия, при том, что в Мексике картели регулярно влияют на выборы, просто потому что отстреливают неугодных кандидатов, но в Мексике они все-таки считаются преступниками. Преступники даже с контролем территории, с коррумпированными политиками на самом верху, но все-таки они не равны государству.
За пределами анклавов, о которых знают все местные и все туристы, особенно американские, власть находится в руках вполне функционального правительства в Мехико, а не у бундюков. Да, в Мексике запредельный уровень убийств – 25 на 100 тысяч жителей в год, что вдвое больше, чем в Уганде, и несравнимо ни с одной страной, где ВВП на душу населения схож с мексиканским. В Сербии, например, уровень убийств в 20 раз ниже. Но мексиканская статистика искажена. Ведь если вычесть из нее территории картелей, то получится вполне безопасная страна, куда с огромным удовольствием, нескончаемым потоком прут американские туристы греть разные свои места на очень хороших и очень недорогих по американским меркам курортах. Венесуэла же другой случай. Не как в Мексике, где государство пытается бороться с картелями, но не преуспевает в этом, как хотелось бы. Венесуэльский картель «Солнц», названный так по погонам венесуэльских генералов, это прям и есть государство. Эта разница может казаться кому-то не очень значительной, особенно издалека, но она важна. Почему? Обсудим после рекламы. Многое другое тоже обсудим. В 19-й пакет санкций от Евросоюза, к счастью, не вошел запрет на выдачу россиянам шенгенских туристических виз. Запрет этот обсуждался еще в сентябре. Но хотя подобные правила не ввели, статистика показывает, Европа как закрылась для россиян с наступлением пандемии, так и остается примерно на том же уровне. Часть стран перестала выдавать визы самостоятельно, например, Финляндия, которая раньше лидировала по числу выданных шенгенов. Другие просто ужесточили требования, например, Германия. Она теперь требует выписку из зарубежного банка, чьи карты работают на территории ЕС. Получить эту выписку, впрочем, несложно. Открыть подходящий счет в зарубежном банке вам поможет компания Феноменал. С их помощью вы быстро, легально и дистанционно получите карту, подходящую для любых путешествий. Сможете пополнять ее переводами с российских счетов и пользоваться ею для покупок и бронирования отелей за границей. Принимать оплату из-за рубежа и отправлять деньги по всему миру. Цены у Феноменал вполне лояльные, причем оплатить можно уже после изготовления карты, которую доставят прямо к вашей двери в любую точку мира. Феноменал также оформляет карты крупного банка Казахстана с бесплатным обслуживанием и работающими Apple Pay и Google Pay. Мультивалютная карта открывается за один день. Для открытия гражданину России понадобится действующий загранпаспорт. А если назовете менеджеру Феноменал промокод КАЦ, то сможете оформить такую карту со скидкой за 19 990 рублей вместо почти 30 тысяч. Скидка эта действует только до конца дня, так что поспешите. Ссылка в описании. Продолжим. Так вот, в Венесуэле государство прямо и есть картель. Эта разница с Мексикой может показаться кому-то издалека незначительной. Но одно дело быть могущественным врагом государства, отжимать у него контроль над территориями и монополию на насилие, коррумпировать его, а совсем другое прямо быть государством. Да, у мексиканских картелей есть свои ЧВК с бронетехникой, которые воюют с армией. Но в Венесуэле главный картель контролирует саму армию. У мексиканских картелей свои люди сидят по всей вертикали полиции, от сельского райотдела до Министерства внутренних дел. А в Венесуэле они и есть полиция со всеми ее легальными ресурсами. То же касается таможни, границы, всех институтов государства. Если применительно к Венесуэле, их таковыми вообще можно назвать. Где в Мексике бандиты влияют на государство, в Венесуэле государство само является бандитом. Доход от бандитизма – неофициальный государственный бюджет, который кормят правящую элиту. То есть другие страны не могут рассчитывать в Венесуэле даже на номинальную кооперацию с местными властями в деле борьбы с наркотрафиком. Это все равно, что просить Путина лично расфигачить всю российскую нефтянку. Самый интересный тут вопрос, как вообще Венесуэла докатилась до такой жизни? Как вообще так вышло, что государство и является бандитом, а сама Венесуэла – наркокартелем, когда речь идет о стране с крупнейшими доказанными запасами нефти в мире? Не с одними из крупнейших, а с самыми большими в мире. В Латинской Америке полно стран, которые несчастны по объективным причинам. Где-то нет вообще никаких природных ресурсов. Кто-то обезлюдил от многолетних войн, как внешних, так и гражданских, еще в середине прошлого века, и так и не смог восстановиться. Там бывают большие проблемы и с климатом, и с логистикой, и с соседями, с чем только не бывает. Не Ближний Восток, конечно, но и не самый благоприятный на планете регион для развития, мягко скажем. Но все это Венесуэлы вообще никак не касается. Она в базе своей обязана быть одной из богатейших стран на планете.
Мало того, что нефти столько, что девать ее некуда, так еще и под боком один из крупнейших в мире потребителей энергоносителей – Соединенные Штаты. Да, со сланцевой революцией США стали нетоэкспортером нефти, но проблемы Венесуэлы начались, во-первых, задолго до этого, а во-вторых, даже с учетом сланцевой добычи, многие американские НПЗ рассчитаны на работу именно с тяжелой венесуэльской нефтью. Однако ж, даже зная все об Уго Чавесе и его сменщике Мадуро, даже зная, как они сочетали повальную коррупцию с лютым экономическим популизмом, даже при этом сложно поверить, что у настоящего государства, даже без нефти, могут в какой-то момент закончиться деньги на печать денег. Уго Чавес в сумме с Николасом Мадуро умудрились за 15 лет с 2008 года угробить 4 национальные валюты. Обычный боливар, суверенный боливар, сильный боливар, а теперь еще и вот ныне цифровой боливар. И каждый раз это были десятитысячекратные деноминации. Чтобы вы не запутались в нулях, один нынешний боливар – это миллион сильных боливаров, 100 миллиардов суверенных боливаров или 100 триллионов обычных боливаров, которые были в ходу всего-то 17 лет назад. При этом за доллар сегодня дают примерно 200 текущих боливаров. То есть они не просто устроили себе макроэкономическую катастрофу, а сделали это несколько раз подряд. Это очень необычное достижение даже по меркам других безумных режимов. Тут надо в книгу рекордов Гиннесса вносить. Несколько раз подряд угробить национальную валюту, а вместе с ней любую внятную законную экономику, это надо, конечно, уметь. Тут надо уроки давать, в Гарварде преподавать. Подушевой ВВП Венесуэлы находится примерно на уровне Анголы. Примерно $3000. При этом очень там неплохая рождаемость, почти 17 новорожденных на 1000 населения. При завидной фертильности, по нынешним временам, 2,18 ребенка на женщину. Но население там все равно умудряется снижаться, даже по официальным данным. А по неофициальным то ли четверть, то ли треть счастливых обладателей венесуэльского паспорта живут где-то еще. Если учитывать инфляцию, ВВП Венесуэлы сейчас ниже, чем в 70-е. К коррупции и некомпетентности добавилась еще и денежная политика по заветам Сергея Глазьева. Мол, если деньги можно напечатать, они не будут заканчиваться никогда. Знаете же, есть такого рода экономисты, которые считают, что весь мир сошел с ума, что у эмитента денег не может быть проблем с деньгами, что нужно напрямую из ЦБ в обход банковской системы давать беспроцентные кредиты промышленности. И тогда заводы заколосятся, самолеты полетят, а проклятущая Америка, наматывая сопли на кулак, будет вынуждена закрыть свой форт, потому что весь мир будет ездить на ладах. Ведь не было же при Союзе никаких макроэкономических умников, а промышленность была, заводы пыхтели. Глазьевы в Венесуэле победили, реализовали все, к чему стремились. Но оказалось, что да, можно составить власть из друзей и родственников, сделать их безумно богатыми. Можно финансировать безумные имиджевые проекты, монополизировать экономику, а потом кормить убыточные госкомпании. Все это можно, особенно если есть нефть. Но если ты угробил национальную валюту и продолжаешь ее гробить год за годом, то тут уже никакая нефть не поможет. Кажется, Сергей Гуриев еще в стародавние времена шутил, что Путин часто заносит ручку над указом о назначении Сергея Глазьева главой ЦБ, но потом приходят какие-нибудь новости из Венесуэлы, и ручку Путин откладывает. В этой шутке явно есть доля шутки только. Венесуэла – это пример страны, где экономические патриоты таки победили. Как Венесуэла стала государством-картелем, который использует свое географическое положение для контрабанды наркотиков из Колумбии? Причем из того, что можно понять, картелем еще и менее успешным, чем у коллег из Мексики. У венесуэльских нет никакой всемирной сети дистрибуции. Они просто обеспечивают транзит через свою территорию, прикрываясь формальным статусом государства. Ну и как так вышло? А все потому, что государство, как система оказания гражданам услуг, поддержания порядка, там развалилось. В Венесуэле 40 убийств в год на 100 тысяч. Звучит, казалось бы, не сильно больше, чем в Мексике, но на практике эту оценку можно выбросить в урну. Речь идет о цифре, которую приводят преимущественно внешние наблюдатели. Это страна, в которой государство не может и не хочет защищать своих граждан. Каракас в любом туристическом рейтинге традиционно занимает одну из 3 верхних строчек по опасности. Что касается экономики, то каждый выживает как умеет. Цивилизованная торговля умерла вместе с валютой. Процветает бартер и черный рынок. Все, что осталось от государства, это куча вооруженных людей, как официальных, то есть армия и полиция, так и неофициальных коллективос. Это местные тетушки. Этих людей нужно как-то кормить, чтобы они не взбунтовались, а никаких ресурсов и властных институтов на это нет. В итоге они собирают картель и торгуют наркотиками. Ну а что? Логично.
Позиция Трампа относительно Венесуэлы, надо сказать, уникальна. Он не воспринимает ее как государство, он воспринимает ее именно как наркокартель, как преступную группировку, в которой применимы не нормы международного права, а просто полицейские методы, представленные в форме авианосной группы, но по сути именно полицейские. Дональд Трамп, мягко говоря, не герой нашего романа, но в данном конкретном случае с ним никак не поспоришь. Совершенно непонятно, что в нынешнем виде отличает власть в Венесуэле от любого мексиканского картеля. Разве что они сильно меньше зарабатывают, доедая крохи со стола мексиканских товарищей. По большому счету, никакого ресурса, кроме контроля над территорией, у них и нет. Но тот факт, что они не могут заработать на наркотиках приличные деньги, их никак не оправдывает. Они и на нефти не смогли заработать. Такие вот талантливые руководители. Позиция Трампа в вопросе Венесуэлы такая. Объявление политического режима буквально бандой. Объявление ему общеуголовных обвинений и угроза полицейской операции с применением армии. Позиция — это, конечно, новое слово в современном мироустройстве. Но, с другой стороны, тут не так просто придумать, что возразить по существу. Использует ли Венесуэла свои территории и статус суверенного государства для обеспечения никем не контролируемого трафика кокаина? И, что гораздо страшнее, фентанила в США? Да, использует. Является ли территория Венесуэлы абсолютно непроницаемой для любых антинаркотических операций? Да, является. Является ли фентанил ныне для США буквально национальной угрозой? Конечно, является. Ударит ли потенциальный разгром венесуэльского режима по возможностям картелей? Ну, в какой-то степени. Но мы не просто так начали с апокрифического описания эффективности и адаптивности картелей. Конечно, им лучше иметь собственное государство под бочком у США, чем не иметь такого. Но даже если отнять у них государство, все, что мы о таких организациях знаем, говорит нам, проблему эту они как-то решат. Не зарастет тропа всех на свете веществ и нелегальной миграции и торговли людьми в США. И авокадо, кстати, мировой рынок которого, представьте себе, почти полностью монополизирован картелями, тоже из наших сэндвичей и салатов никуда не денется. Авокадо этот, вот тот самый, зеленый, то есть, я имею в виду настоящий этот овощ, или кто он там? По-моему, ягоды. Ягода? Ну, черт его знает. Так вот, за картелями стоит уж слишком большая экономическая база. Никуда не денется ни авокадо, ни фентанил. Регион, в котором они действуют, плотно набит нищими дисфункциональными режимами. Их легко коррумпировать. Там непроходимые горы и тропические леса, где можно спрятать хоть лабораторию, хоть плантацию, хоть армию. Депрессивное население, готовое ишачить на плантациях и брать в руки оружие за считанные доллары. Там полно и бывших военных, и оружия. Все это осталось после бесконечных войн. Этот регион просто создан для процветания такого рода институционализированной преступности. С этим ничего не поделаешь в обозримой исторической перспективе. Выпадет из схемы Венесуэла, придет вслед за армией американский наркоконтроль, будет картелям неприятно, конечно, что-то придется перестраивать. Но миллиарды долларов, причем не виртуальной капитализации, как у настоящих корпораций, а прям настоящие доллары в чемоданах, которые можно потратить, эти деньги будут вложены в новые идеи по сохранению и перестройке этого, с позволения сказать, бизнеса. Получается такая двоякая ситуация. С одной стороны, мы не пророним ни единой слезинки, если Трамп захреначит Мадуро и его сумасшедший режим, который убил тысячи людей и довел до скотского состояния и реального голода почти все население Венесуэлы. Это жестокие бандюки, которые разрушили государство и используют его остатки для криминального бизнеса. Это как в случае со сбросом бомбы по иранскому заводу ядерному. Мнение о том, как далеко такой удар откинул ядерную программу Эатол, находится в диапазоне от нескольких месяцев до десятка лет. Никто не может в эти бункеры заглянуть и гарантировать, что получилось именно так, как Трамп хотел. Но само по себе дело вот это вот, ударить по ядерной программе престарелых религиозных фанатиков в Иране, безусловно, хорошее. Точно так же и тут. Фентаниловая эпидемия в США имеет глубокие социальные корни. На опиаты американцев подсадили не картели, а собственная система здравоохранения, десятилетием исповедующая принцип «7 бед, 1 таблетка Викодина». Система, которая назначает опиоидные обезболивающие когда надо и когда не надо. А в итоге получается, что люди, пережившие травмы после автомобильной аварии, может, даже и не такие большие, получили зависимость и, оставшись без аптечных наркотиков, идут за ними на улицу. Кокаин же вообще бич всех богатых стран. Его потребление коррелирует с ростом благосостояния, а цена стала весьма доступной. И с поколенческим переломом, молодежь сильно меньше пьет, кокаин стал новым алкоголем. Спрос никуда не денется по совокупности фундаментальных причин, а значит, никуда не денется рынок.
Удар по Венесуэле зафигачит Мадуро, но не индустрию. Чем для нас полезен такой обзор? Ну, кроме общеобразовательных целей, конечно. Он показывает, в какой степени бесполезны санкции, когда речь идет о сверхприбыльных товарах, будь то наркотики или нефть. На рынке, где существует очень стабильный спрос, где существует гигантский разрыв между конечной ценой и издержками на всей цепочке производства и поставок. Сверхприбыль картелей такова, что без особого ущерба в расходы можно заложить что угодно. Строительство подлодок, хорошо не авианосцев, тоннелей, содержание тысяч силовиков и чиновников во всех странах, где проходят операции. Можно заложить в расходы любые изъятия и любые потери. Пока вы отбираете у картеля $1 на изъятиях, он зарабатывает десятку на том, что вы не изъяли. В случае с Россией сверхприбыль от нефти покрывает и содержание теневого флота, и перегрузки нефти прямо в океане, и содержание цепочки подставных компаний, создание левых счетов, оплату юристов и посредников, что угодно. Да, такого рода санкции ограничивают деньги, получаемые Путиным от продажи нефти, но ввиду сверхприбыльности товара ограничивают не глобально. Сверхприбыльный товар со стабильным спросом ограничивает эффективность не только санкций, но и, как мы видим по наркорынку, даже войсковых операций. Мы часто ругаем авторов санкций за их неэффективность и, разумеется, за дело. Но, к сожалению, мир сегодня устроен таким образом, что не очень понятно, что делать с организованными структурами, будь то государство или те же картели, у которых есть собственный большой ресурс. Как прекратить их деструктивные действия? Можно сделать их беднее, что и происходит, но лишить их ресурсов в такой степени, чтобы они потеряли саму возможность вредить, гораздо сложнее. Гораздо сложнее выбить ресурсную почву тогда, когда почва эта встроена в сам механизм мироустройства. Что же с этим всем делать? Да черт его знает. До завтра.